И снова здравствуйте! Вы на канале Сам себе на уме. В этом видео пойдет речь о одной такой особе, как звать этого человека, я не знаю, это не суть, важно. Дело в том, что я натолкнулся на это видео, как на территории Украины полицейские пытаются задержать, допросить или что-либо узнать о человеке, который стоит в гражданской одежде, имея при себе огнестрельное оружие. Меня это заинтересовало. На тот момент человек еще был в одежде, потом они переместились в спортивный зал, фитнес-клуб, где он якобы просто пришел на тренировку, снял футболку, и тут я увидел кое-что, да? Кое-что. А кое-что это татуировки. Татуировки определенного склада, да, которые выражают его идеологию, его взгляд на мир. И читая комментарии, меня это больше всего-то и задело, и сподвигло для создания этого ролика. Комментарии все в пользу этого солдата. Он для них герой. Сейчас я вам покажу этого героя, защитника Украины. Питаються зараз більше, що провокації, я не знаю, Фу, мене просто вже трусить. Вони піввечора, мені тупо марудять мозк. Ми так з пацанами зустрілись, перед залом, просто так одного ставка. Зробили так кружок. Человек в недоумении, он просто пришел и не понимает, почему у полиции есть к нему вопросы. Искренне не понимает. С собой у него имеется огнестрельное оружие, я так понимаю, это табельный пистолет, табельное оружие, который он носит не по уставу, он его просто без кобуры воткнул под ремень воткнул и носит, как бандит какой-то с большой дороги. И искренне не понимает, почему у него есть вопросы от полицейских. Сейчас мы с вами взглянем на него немножко внимательней. Видите, у него определенные знаки отличия, не воинского достижения. Это знаки отличия его идеологии. Как он видит этот мир и что для него важно и не важно. Под правой рукой с этой стороны вы наблюдали свастику, которая запрещена у нас в стране, на территории Германии. Я более чем уверен, что она запрещена в очень многих странах. Кельтский узел и паутина — это тоже такая скрытая символика, которой пытаются себя, так сказать, показать и отразить свои взгляды вот этой праворадикальной идеологии. Я не знаю, как идеология — это идеология, но это более какое-то заблуждение какое-то. Паутинка, кельтский узел, волчий крюк отзеркаленный, который они называют идеей нации, что, кстати, тоже у нас запрещено в Германии. И вот очень много людей, русскоговорящих немцев, которые в упор не хотят видеть нацизм на территории Украины. Когда я разговариваю с коренным немцем, я могу понять, что он на той стороне, я имею в виду, я могу понять то, что он на той стороне вследствие его заблуждениях. Он получает однобокую информацию, и он отталкивается от того, что он знает, а знает он только одну сторону и очень-очень под узким, так сказать, углом обзора. Но у человека русскоговорящего, у него очень много, у него намного больше возможностей взглянуть на эту ситуацию. И они точно знают, что там есть, но яро это отрицают. Я имею в виду, что национализм, нацизм на территории Украины не просто есть, он процветает, он поддерживается властью, и эти люди являются героями
для населения Украины, для большинства, я скажу так, не для всех 100%, а для большинства. Они являются героями. Они являются защитниками их родины. И никак они не могут понять, взять себе в голову, что это не защитники их родины, а это и есть причина, по которой у них в стране ведутся боевые действия. Они это не воспринимают, потому что если это начать обсуждать на серьезных щах, так скажем, придется принять ведь это. И отталкиваясь от всего, мы придем совсем к другому знаменателю, который будет не в пользу украинской стороне. Потому что весь мир на нашей планете, все люди осуждают националистическую идеологию, потому что у нас есть не совсем уж такие старые примеры, когда эта идеология была у руля, у власти, так скажем, и то, к чему она привело человечество, да? Да, это не только какие-то страны, это трагедия человечества, которая произошла 70-80 лет назад. К нашему большому сожалению. И мы видели итог этому всему. Был трибунал, Нюрнбергский процесс показал на весь мир, что это бандитская, варварская, античеловеческая идеология, национализм. Но, к сожалению, сегодня на территории Украины национализм не только не осуждается, но приветствуется. И все их герои, они вот такими знаками отличия на себе, да, пытаются выделить себя, показать, какие они бойцы. И не понимают, что это есть них гуд, так скажем. За что они впоследствии будут привлечены к ответу. Сейчас пытаются украинское государство ввести в Гаагский суд. Они думают, что там они потом могут каким-либо образом достучаться до мирового сообщества для осуждения Союза. И не понимают, что сейчас европейцы тащат их туда не для осуждения России, а для их осуждения. Когда у Европейского Союза будут все карты предъявить им националистическую идеологию уже по всем законам своей юриспруденции, да, международный Римский статут. Если Украина туда войдет, это никак не повлияет на Россию, потому что Россия не входит в Римский статут, и тут нету смысла в этом. А как раз таки вот для ответственности Украины. Но они этого не понимают, им опять там вешают лапшу на уши. Ну и да ладушки, мы подождем, мы не огорчимся. А потом будем наблюдать Нюрнбергский процесс 2.0. Только который уже будет про страну, такую страну, как Украина. И про ее геноцид, про геноцид властей Украины против своего народа. И как мы видим, последние недели наблюдаем уже вторжение на территорию Российской Федерации. То, что те истории про границы 91 года мы можем уже забыть, которые они нам вешали несколько лет. Что нам чужого не надо, мы вот только до своих границ дойдем, свое отберем и дальше не пойдем. А ребятушки, перестаньте вешать лапшу на уши, она уже не актуальна. Она и не была актуальна, все до этого так понимали, что к чему. А сейчас вы на практике показали свое вранье. Ну что же, большое спасибо за внимание, до скорых встреч и спасибо за просмотр. До свидания.